Иногда герои Дорам вызывают у нас восхищение, а иногда такую ненависть, что мы едва сдерживаем эмоции. Все потому, что актеры играют настолько правдоподобно, что публика начинает ненавидеть не только персонажа, но и самого исполнителя роли. Сегодня мы собрали топ самых ненавистных актеров и актрис Кореи, чьи герои стали символом злобы и жестокости. Оставайтесь с нами до конца, ведь вы никогда не догадаетесь, кто оказался в тройке лидеров этого списка. Финал вас точно удивит. 10 место. Ким Джи Вон, ненавистная невестка из ада. Ким Джи Вон родилась 29 октября 1992 года в Сеуле. Сегодня ей 32 года, и за это время она успела стать одной из самых узнаваемых актрис в Южной Корее. Но в памяти многих зрителей она навсегда осталась как Рэйчел Ю, надменная и высокомерная героиня из популярной дорамы «Наследники». Персонаж Рэйчел был построен на холодности и презрении к окружающим. Она относилась к людям свысока, не стеснялась язвительных реплик и демонстрировала презрение к бедным одноклассникам. Ее образ настолько убедительно передавал характер богатой наследницы, что зрители буквально ненавидели каждое ее появление на экране. Интересно, что сама актриса признавалась в интервью: играть Рэйчел было трудно, ведь в жизни она совсем не похожа на свою героиню. Но именно эта роль стала поворотной ее карьере. После «Наследников» Ким Джи Вон закрепилась в индустрии и получила множество новых предложений. Рост актрисы составляет 164 сантиметра, вес 49 килограммов. Несмотря на хейт за образ, со временем зрители полюбили Ким Джи Вон как актрису и признали ее талант. 9 место. Ли Юри, актриса, которую ругали на улицах. Ли Юри родилась 16 января 1981 года в Сеуле. Сегодня ей 44 года, и она считается одной из самых опытных актрис Южной Кореи. Но настоящий взлет ее популярности произошел благодаря роли, которую публика запомнила как одну из самых ненавистных. В дораме «Джан Бари здесь» Ли Юри сыграла героиню по имени Йон Мин Джон. Этот персонаж стал воплощением зависти, хитрости и злобы. Мин Джон использовала ложь, манипуляции и предательство ради собственных интересов, и зрители настолько прониклись ее отрицательным образом, что ненависть к героине вышла за пределы экрана. Сама актриса признавалась, что после выхода сериала люди могли прямо на улице кричать ей вслед обидные слова, настолько сильным было отторжение к ее персонажу. Но именно это и доказало ее невероятное актерское мастерство. За роль в «Джан Бари здесь» Ли Юри получила главный приз «Актриса года» и закрепила за собой статус одной из ведущих актрис корейской индустрии. Рост Ли Юри составляет 165 сантиметров, вес 45 килограммов. Несмотря на то, что ее героиню ненавидели миллионы, сама актриса стала любимицей зрителей за свой талант и умение передавать самые сложные эмоции. 8 место. Ким Джеука, самый жуткий психопат Дорам. Ким Джеука родился 2 апреля 1983 года в Сеуле. Сегодня ему 42 года, и его считают одним из самых талантливых актеров, способных перевоплощаться в абсолютно разные образы. Но больше всего зрители запомнили его в образе одного из самых страшных злодеев корейских драм. В дораме «Голос» Ким Джеука сыграл Мо Тхэгу, серийного убийцу и жестокого психопата. Его персонаж отличался холодностью, садизмом и полной безжалостностью. Он убивал людей ради собственного удовольствия, а сцены с его участием вызывали у зрителей настоящий ужас. Многие признавались, что им становилось не по себе даже от одного его взгляда. Интересно, что сам Ким Джеука рассказывал в интервью: играть такого персонажа было психологически тяжело, ведь он настолько отталкивающий, что актер боялся, как зрители воспримут его после этой роли. Но именно этот образ принес ему невероятное признание. Критики и поклонники отметили, что он создал одного из самых реалистичных и пугающих злодеев на корейском экране. Рост Ким Джеука составляет 180 сантиметров, вес 65 килограммов. Несмотря на ненависть к его герою, сам актер стал еще популярнее и закрепился как мастер сложных и темных ролей. 7 место. Намгун Мин,
пугающий абьюзер. Намгун Мин родился 12 марта 1978 года в Сеуле. Сейчас ему 47 лет, и он является одним из самых уважаемых актеров Кореи. Но одна его роль настолько впечаталась в память зрителей, что многие до сих пор вспоминают ее с дрожью. В дораме «Помнить. Война сына» Намгун Мин сыграл персонажа по имени Намгюман. Этот герой стал олицетворением власти, жестокости и безнаказанности. Он издевался над окружающими, пользовался деньгами и положением своей семьи, унижал и ломал людей. Каждое его появление на экране вызывало ярость и ненависть у зрителей. Интересно, что сам актер позже говорил в интервью, даже ему самому было неприятно смотреть на своего персонажа, настолько мерзким он получился. Однако именно эта роль показала широту его актерского диапазона. Зрители ненавидели героя, но признавали, что Намгун Мин блестяще справился с задачей. Рост актера составляет 177 сантиметров, вес 65 килограммов. После этой работы к нему приклеился ярлык идеального злодея, и он надолго запомнился публике как актер, которого любят ненавидеть. 6 место. Шин Сон Рок – харизматичный социопат. Шин Сон Рок родился 23 ноября 1982 года в Сеуле. Сейчас ему 42 года. В Корее его называют мастером перевоплощений, но для миллионов зрителей он навсегда останется в образе безжалостного злодея. В дораме «Человек со звезды» он сыграл Ли Дже Гёна, холодного и расчетливого социопата, готового на убийство ради своих целей. Его персонаж действовал методично, лишенный эмпатии, и это делало его еще более жутким. Зрители признавались, что сцены с его участием вызывали настоящий ужас, а улыбка героя казалась страшнее любого крика. Сам Шин Сон Рок в интервью говорил, что играть такого персонажа было тяжело, ведь приходилось полностью менять внутреннее состояние, чтобы изобразить человека без души. Но именно эта роль сделала его еще популярнее и закрепила за ним образ актера, которому идеально подходят злодеи. Рост Шин Сон Рока составляет 185 сантиметров, вес 70 килограммов. После «Человек со звезды» он еще несколько раз появлялся в ролях антагонистов, и каждый раз зрители признавали его талант ненавистного, но незабываемого злодея. 5 место. Ким Са Хён, Ким Ся Хунг, безжалостный коуч из ада. Ким Са Хён родилась 28 октября 1973 года в Кангвондо. Сейчас ей 51 год, и она известна как актриса, способная придать глубину даже самым мрачным ролям. Но именно ее работа в Sky Castle сделала ее символом ненависти у зрителей. В этой дораме она сыграла Ким Чу Йон, частного преподавателя, которого прозвали «Коуч из ада». Ее персонаж был безжалостен, холоден и жесток. Она использовала психологическое давление, чтобы подчинять учеников и их семьи, превращая учебу в настоящую войну. Каждый раз, когда Чу Йон появлялась в кадре, зрители испытывали неприязнь и напряжение. Сама актриса позже рассказывала, что ей приходилось долго восстанавливаться после съемок, потому что роль требовала полной эмоциональной отдачи. Но именно этот образ принес ей невероятную популярность, а также признание критиков. Многие зрители признавали, что ненавидят ее героиню, но не могут не восхищаться мастерством самой актрисы. Рост Ким Са Хён составляет 170 сантиметров, вес 54 килограмма. После Sky Castle она еще больше укрепила статус одной из ведущих актрис Кореи и доказала, что отрицательный персонаж может стать визитной карточкой актера. 4 места. Ким Са Йон, коварная королева, Пентхаус. Ким Са Йон родилась 2 ноября 1980 лет в Сеуле. Сегодня ей 44 года, и она давно считается одной из самых талантливых актрис Южной Кореи. Но именно роль в «Пентхаусе» сделала ее одной из самых ненавидимых экранных злодеек. В этом сериале она сыграла Чхон Са Джин, женщину, в которой соединились зависть, хитрость и амбиции. Са Джин была готова пойти на все ради власти и славы, подлоги, предательства, разрушения чужих судеб. Ее холодные взгляды и пронзительные реплики стали символом ненависти у зрителей.
Интересно, что сама Ким Сайон в интервью признавалась, ей было очень тяжело выходить из этого образа. Настолько, что иногда она чувствовала себя подавленной даже в реальной жизни. Однако именно эта роль принесла ей огромный успех и показала, насколько глубоко она умеет погружаться в своих героев. Рост актрисы составляет 167 сантиметров, вес 46 килограммов. Несмотря на то, что миллионы зрителей ненавидели ее героиню, саму Ким Сайон уважали за профессионализм и умение заставить публику испытывать сильнейшие эмоции. 3 места. Ки Джун – самый ненавистный злодей «Пентхаус». Ки Джун родился 23 марта 1976 года в Сеуле. Сейчас ему 49 лет, и он давно закрепился в индустрии как актер, способный блистательно играть отрицательных персонажей. Но его самая знаменитая роль – Чу Дан-те в дораме «Пентхаус». Его герой стал настоящим воплощением зла. Чу Дан-те был алчным и безжалостным бизнесменом, готовым на любые преступления ради денег и власти. Он манипулировал людьми, лишал их всего, что им дорого, и не знал границ своей жестокости. Каждое его появление на экране вызывало у зрителей бурю негатива и ненависти. Интересно, что именно благодаря этой роли Ки Джун получил прозвище «главный злодей Дорам». В интервью он признавался, что ему нравилось испытывать зрителей на прочность, создавая персонажа, которого невозможно оправдать. Но актер также отмечал, что за пределами съемочной площадки он старается вести спокойную жизнь, чтобы не застревать в мрачных эмоциях своего героя. Рост Ки Джуна составляет 180 сантиметров, вес 68 килограммов. Несмотря на ненависть к его персонажу, зрители уважали талант актера и признавали, что именно он сделал «Пентхаус» таким захватывающим. 2 места. Пак Сон Хун – актер, который вынес хейт на себе. Пак Сон Хун родился 18 февраля 1985 года в Сеуле. Сейчас ему 40 лет. За годы карьеры он снялся во многих дорамах, но именно злодейские роли сделали его объектом бурных эмоций со стороны зрителей. Настоящий шквал ненависти он получил после участия в дораме «Слава». Его персонаж Чон Дже Джун был высокомерным, жестоким и эгоистичным мужчиной, который принимал участие в травле и унижении других. Зрители настолько прониклись этим образом, что переносили ненависть даже на самого актера. Ситуацию усилила дорама «Королева слез», где он вновь появился в неприятном образе. Хейт был настолько сильным, что Пак Сон Хун временно закрыл свои социальные сети, чтобы избежать потока оскорблений. Однако сам актер признавался, что воспринимает это как комплимент своему мастерству. Если зрители так сильно ненавидят героя, значит, он сыграл его правдоподобно. Рост Пак Сон Хуна составляет 183 сантиметра, вес 70 килограммов. Несмотря на весь негатив, именно злодейские роли сделали его одним из самых обсуждаемых актеров Кореи. Сегодня он доказал, что может играть не только романтических героев, но и настоящих чудовищ, от которых зрителям становится не по себе. 1 место. Джи Йон – самая ненавидимая героиня последних лет. Джи Йон родилась 23 июня 1990 лет в Сеуле. Сейчас ей 35 лет. Она известна как актриса с широкой палитрой ролей, но именно одна работа сделала ее объектом массовой ненависти и одновременно принесла невероятную славу. В дораме «Слава» Джи Йон сыграла Пак Йон Джин, школьную хулиганку, которая издевалась над главной героиней и ее друзьями. Этот персонаж стал символом жестокости, презрения и моральной тьмы. Зрители буквально кипели от ненависти при каждом ее появлении на экране. Настолько, что многие писали в сети: «Я ненавижу ее, но не могу оторваться от просмотра». Сама актриса признавалась, что понимала, чем больше зрители будут ее ненавидеть, тем сильнее сработает история. Она вложила все силы в то, чтобы передать мерзость и цинизм героини, и именно это сделало ее роль легендарной. После выхода «Славы» Джи Йон получила не только волны хейта в адрес своей героини, но и признание как одна из лучших актрис современности. Критики отмечали, что сыграть настолько правдоподобного злодея – настоящий талант.
Рост Им Джи Йон составляет 166 сантиметров, вес 54 килограмма. Сегодня она продолжает сниматься и доказывать, что за образом ненавистной Пак Йон Джин скрывается талантливая и разносторонняя актриса.